Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вместе с вами полистать законченную раскраску Кербера Заноса «Геоморфозы». Мы ее раскрашивали вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны в конечной заставке. Ну и, соответственно, закончили мы одновременно. Давайте приступим. То есть я раскрасила даже эту иллюстрацию. Ну, здесь акварель. Скорее всего, детская, раз с этой стороны есть иллюстрация. Немного гелевых ручек. Вот это, наверное, я думаю, можно будет стереть. В целом мне понравилось, как получилось. Небо, ну и по комментариям тоже людям понравилось. Вот этот разворот раскрашен. Знаете, как бы здесь есть те иллюстрации, которые более-менее мне нравятся, какие-то нет, потому что сама по себе раскраска, она хорошая, и иллюстратор мне этот нравится, но все-таки эта раскраска меньше всего из всех мне как бы нравится. Вот. Ну, а вот это довольно ярко получилось. Здесь перламутровая акварель луч, ну и все такое. Также я, как вы знаете, раскраски Кербера Заноса чаще всего раскрашиваю манделузами с размытием. Ну, здесь перламутровая акварель. Так, ну и непосредственно сами иллюстрации. Вот. Тут тоже перламутровая акварель, манделузы. Иногда гелевые ручки используются. Ну, поэтому я уже тут не буду говорить, чем я раскрашивала. Ну, разве что добавлю вот это Magic из Fix Price. Где-то используется Кохануровский, но в основном Magic из Fix Price. Вот эта иллюстрация мне нравится, потому что она яркая. И мы раскрашивали не по порядку. Здесь тоже нравится. Тут еще белая ручка добавлена. И насколько... Да, здесь уже акварель даже в кюветках присутствует. Вот и Виста Артисты, и Белые ночи. Ну, тут довольно посредственно. Тут еще дюны, кажется. Белые ночи. Вот. Ну, вот это тоже как могла, но в целом вот эта часть мне нравится, как получилось. Я бы даже сказала, нижняя тоже, но в сочетании не очень. Может быть, сюда следовало добавить еще этой пены. Повторяется иллюстрация уже в полной версии. Здесь у меня другое небо совершенно получилось. Ну и акварель, наверное, я уже в кюветках использовала. Вот, но в целом тоже небо нормальное. Вот это довольно бледно, но за счет вот этой вот части мне нравится. Тут вот и акварель, и перламутровая акварель. Вот здесь вообще получилось так. Особенно, я не знаю, на камеру не так заметно, а вообще за счет еще вот этого контура довольно фактурно получилось. Это мне не нравится. И раскрашивать не нравилось, и результат такой себе. Вот это мне понравилось, потому что яркое, и сам процесс мне доставил огромное удовольствие.
Правда, не за один день, но я раскрасила. Вот. Ну, вроде бы не за один. Это у нас с Оксаной был такой совместник. Мы выбрали, значит, одинаковые карандаши Монделузы, одинаковые цвета, ну и, соответственно, одну иллюстрацию. И вот мы раскрашивали одними и теми же цветами. То есть было интересно посмотреть, у кого что получится, когда одна картинка, одни карандаши, одни цвета, то есть прям с точностью до номера. И тут еще ручка с Алиэкспресс, черная с блестками. Ну, такую мелкотню я раскрашивать не люблю, но, в общем, как могла. Вот это может показаться, что не раскрашено, на самом деле тут акварель, просто все в серо-голубых тонах. Тут и немножко перламутра присутствует. Так, вот эта иллюстрация. Тут тоже, как видите, и перламутр. Ну, здесь стандартный тоже наборчик. Это давно раскрашено. Тоже Монделузы. Ну, какая-то, видимо, акварель, в том числе перламутровая. Вот это в декабре было раскрашено. Я не совсем поняла вот это все. Возможно, вот сейчас я уже понимаю, может быть, здесь стоит доработать карандашом, может быть, даже этим займусь. Здесь была использована, по-моему, Виста Артиста в кюветках и белые ночи. То есть я как бы сочетала все цвета коричневого, там охра. Ну и здесь Magic из Fix Price, Монделузы. Да, возможно, я все-таки немножко доработаю здесь. А в этом месяце была раскрашена эта иллюстрация на фоне акварель в кюветках. То же самое гамма, там Виста Артиста белые ночи, не знаю, что там под руку попадало. И доработка карандашами Кохенур и Ашан. Дорабатывала я, ну, вот это все. Это я давно раскрашивала. Ну, горы. Это Монделузы с размытием. Здесь, в принципе, то же самое. Тут еще я на змеюку добавила перламутра немного. Но буквально чуть-чуть. Не везде. Так, ну и последняя иллюстрация вот эта. Тоже довольно-таки посредственно. Я не знаю, почему у меня конкретно с этой раскраской как-то не сложилось, но вот такое дело. Здесь просто прям небесно-голубой цвет, очень нежненький. И, судя по всему, это именно самый светлый голубой в Монделузах. В наборе, который 72 штуки. Ну, это я, конечно же, не стала раскрашивать. Тут вот ответы. В общем, как-то так. Я рада, что закончила хотя бы одну раскраску от Кербера Заноса. Вот. Теперь у нас с Оксаной
в раскрашивании «Хрупкий мир», и потом мы выберем вторую какую-нибудь раскрасочку на постоянку и будем ее, наверное, заканчивать. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 рыжая 3 8. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока.